А как же не уставать в плавании и плыть бесконечно долго? Привет! Эти вопросы всегда тревожат ребят, которые спешат получить все здесь и сразу, насмотревшись на спортсменов мирового уровня или на активных своих соседей по дорожке. Я очень хорошо знаю и понимаю ваши желания, но также я очень хорошо предвижу ваше удивление, когда вы поймете, насколько все просто. Плыть долго, сколько захотите, чтобы успевать только кормиться. Совет первый. Срочно нужно убрать спешку и лечь на воду. Мы не держимся на плаву благодаря вашим грибкам, и тем более не дышим благодаря им. Иногда спешные грибки и вынос руки из воды сильно мешает нам сделать тот же самый вдох в сторону во время кроля. Предлагаю попробовать такое упражнение. Опустили лицо в воду, двумя ногами оттолкнулись от бортика и просто проскользили. Остановились и за 6 секунд померили пульс. Полученное значение дорисовываем нолик, получаем сколько ударов у вас за минуту. А теперь пробуем с таким же самым пульсом проплыть 25 метров. Не совсем получилось, правда? Вот теперь это остается вашим домашним заданием. Вы должны плыть кролем так медленно и расслабленно, как просто лежите на воде. Если меня, пловца-ультрамарафонца, и вас посадить в теплый комфортный бассейн и сказать продержаться там как можно дольше, я не думаю, что между нами с вами будет какая-то большая разница. А почему же такая большая разница у нас в длительности плавания? Сейчас вместе с вами попробуем научиться плавать, не прикладывая усилия и совсем не вкладываясь в грибок, как в замедленной съемке, еле-еле. Совет 2. Не гнаться на первых тренировках за километрами. Опустите лицо в воду, спокойно, очень медленно проплывите 15 метров кролем. Я знаю, что вы можете 100 метров, но если вы смотрите это видео, не мешайте мне искать ваши ошибки, хорошо? Отдохнули до полного восстановления и сделали точно так же 25 метров. Совет 3. Научитесь правильно дышать. Прошу вас, не делайте длинные пузыри при плавании кролем. Все время, пока ваше лицо в воду, выдыхать – это неправильно. Сделали хороший вдох, опустили лицо. 2-3 грибка и перед самым вдохом делаем короткий выдох. Выдох-вдох. Для начала всегда советую выдыхать носом, а вдох делайте ртом. Больше практики и у вас все получится. Обычно все мои ученики на онлайн-ведении говорят: класс, мне стало намного легче. Но даже это дыхание вас не спасет, если вы каменными мышцами просто лупите по воде. И сердце у вас выпрыгивает из груди. Спокойнее, друзья мои, никуда не торопимся. Совет 4. Хорошо скользите после грибка. Я рациональное плавание с хорошим продвижением называю конькобежцем, а торопых, которые коротят сильно грибок, скалолазами. Первый как скользит по льду от каждого своего шага, а второй продвигается ровно туда, куда врубилась его рука. Вот мы с вами плаваем много упражнений кролем, да, научились делать классный грибок. Так и используйте его на максимум. Скользите после каждого грибка, пока плитка на дне сильно не замедлится, и сразу выполняйте следующий грибок. Не путаем со спринтерским кролем, там где надо постоянно поддерживать одну и ту же скорость. Начинающих пловцов я всегда сравниваю с детьми, которые делают первые шаги. Вот допустим, карапуз пошел и первый раз топнул. Мы же сразу его не пихаем в спину, не говорим быстрее, 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 давай, добавляй, каденс, каденс. Все сразу разрушим. Только если вы сделаете классных 100 грибков из 100, вот приучите себя делать это медленно, только потом можно увеличивать темп работы рук. Совет 5, самый неочевидный. Тренируйте ноги кролем. По тренерскому опыту скажу вам, что в зрелом возрасте, когда человек начинает плавать, 95% людей не могут долго плыть на ногах кролем с досточкой. Какие бы сильные и выносливые ноги не были на суше, в других видах спорта, на воду это никак не переносится. Получается такая ситуация. Мышцы закисляются, мозг получает сигнал, что в крови очень много переизбыток свободного углекислого газа, мы начинаем интенсивнее дышать, поднимается наше сердцебиение, о расслаблении каком-то тут, конечно, речи идти не может. Если слабые ноги, а уже хочется отрабатывать технику медленного кроля руками, тогда возьмите себе колобашку в ноги и плавайте. Часть тренировки мы тренируем ноги, часть тренировки мы отрабатываем технику медленного, спокойного кроля. А на ногах просто увеличиваем отрезки. Делаем 5 метров, 10, 15, до 25 доходим. Итак, 4-6 отрезков. Когда вы спокойно пройдете 200 метров на ногах кролем с доской, вот тогда первый километр расслабленного кроля у вас точно в кармане. Вообще так скажу, кто может плавать максимально медленно и спокойно, у того всегда в арсенале есть способ, которым он может отдохнуть, если где-то на соревнованиях на длинной дистанции, особенно в открытой воде, он перестарался. Вот именно таким неспешным кролем я проплыву со Стамбула в Одессу в этом году, в июне месяце, через Черное море, вот этими вот руками. Задача проплыть по 25-30 километров так медленно, чтобы на завтра я проснулся свежим, бодрым и смог сделать столько же. Такой спортсмен, как я, всегда на марафоне уплывет дальше, чем ребята, которые имеют ограниченный диапазон скорости, даже если это очень высокая скорость. И им нужно, допустим, отдыхать каждые 50 метров. Рассмотрим такой пример. Спортсмен плывет каждую сотню по 3 минуты, а другой спортсмен каждую сотню по 2 минуты.
Но первый умеет расслабляться и делает это очень долго, а второй за 2 минуты работает 50 метров, и ему нужно 30 секунд поделать пузырьки у бортика. Получаем в итоге ту же самую скорость 3 минуты за сотню. Только помним мы выпуск, да, про спортивное сердце. И ребята, которые работают с высокой интенсивностью долго, вот у них могут быть проблемы. Плюс есть такой момент, что средняя скорость при медленном плавании улучшается с закреплением техники. Даже если вы сейчас плаваете сотню за 4 минуты, но очень медленно и вас все обгоняют, не спешите. Через месяц вполне возможно с этими же усилиями вы проплывете 2 минуты 45 секунд, а потом и 2 минуты. Давайте договоримся и к этому разговору вернемся через 6 месяцев. Плывем максимально медленно. И даже если на первых тренировках вас обгоняют груднички в бассейне, или же бабушки с чепчиками на голове, или же просто досточка, которая лежит на плаву и плывет по течению, не обращая внимания. Мы учимся, наша сейчас с вами задача научиться плыть долго, бесконечно долго. А я буду обязательно отслеживать ваш прогресс в комментариях под этим видео. Я прошу вас поделиться этим видео в соцсетях, Facebook, ВК, даже в сторис Instagram сейчас можно ссылочку прикреплять. Пускай ваши друзья тоже научатся плавать медленно и долго. С огромной благодарностью за подписку на мой канал. Специально для вас, ваш самый заботливый тренер Миша Романишин. Обнял.